Знакомиться с историями японских автомобильных компаний всегда невероятно интересно. У Японии не было несметных колониальных богатств, как в Европе, и миллионов рабов, как в Америке. Бизнесы здесь строились с нуля собственными талантами и трудолюбием. Один из таких примеров – компания Honda, международная промышленная корпорация, известная в первую очередь как один из крупнейших производителей автомобилей и мотоциклов. Каждый автомобиль Honda – это образец технического совершенства, продуманного дизайна и предельной функциональности. Но и это не главное. Как сказал известный телеведущий, журналист и писатель Джереми Кларксон, современная Honda корнями уходит в прошлое. Вот почему они нравятся мне больше, чем любые другие японские машины. Как раз об этом мы сегодня и поговорим. Как зарождалась компания Honda? От велосипедов и мотоциклов к полноценным автомобилям. Как авария подтолкнула основателя компании на производство собственных авто и качественных деталей. Поставки запчастей для компании Toyota. Война, разрушившая все планы автоконцерна. Первый автомобиль марки Honda и первая победа на гонках Формулы-1. Как появился настоящий символ японской автопромышленности Honda Civic. Еще одна легенда Honda Accord. Рождение кейкаров, лучший суперкар мирового уровня Honda NSX, разработки универсальных автомобилей для города и пересеченной местности, эпоха робототехники, производство роботов-помощников. Все выше и выше, первый самолет компании Honda. И как Honda планирует захватить рынок электромобилей. Вы на канале The Auto Top, и это уникальная история марки Honda. Поехали! Соитиро Honda родился 17 ноября 1906 года в деревне Комио. Его отец Дзихей работал кузнецом, а мать Мики была искусной ткачихой. Семья Honda не была богатой, но детство Соитиро было счастливым. Родители с детства прививали сыну дисциплину и уважение к старшим, а еще Соитиро унаследовал любовь отца к технике. Когда Соитиро был еще ребенком, в Японии начали набирать популярность велосипеды. Все больше и больше клиентов стали просить кузнеца Honda их велобайки. И, почувствовав перспективность подобного занятия, Honda-старший решил открыть собственную ремонтную мастерскую. Используя свои умения кузнеца, он быстро освоил основы ремонта подержанных велосипедов и начал перепродавать их по конкурентоспособным ценам. Соитиро провел существенную часть своего детства, помогая отцу с ремонтом велосипедов. Школа Соитиро интересовала мало. В то время детям часто давали с собой домой отчеты об их учебе, чтобы те показали их родителям. Отчет нужно было вернуть в школу с семейной печатью в качестве доказательства, что родители ребенка действительно просмотрели документ. Соитиро Honda, проявив смекалку, подделал семейную печать, использовав резиновый чехол от педали велосипеда. Вскоре он начал предоставлять подобную услугу своим одноклассникам, старательно подделывая семейные печати. Его махинации зашли слишком далеко, и все мошенничество раскрылось, поскольку Honda в то время не знал, что печати нужно делать зеркально, чтобы на бумаге был нормальный оттиск. Его семейный герб был симметричным, но не у всех друзей было так. Уже с раннего детства Honda был буквально очарован автомобилями. Позже он как-то рассказал, что никогда не забывал запах масла, исходивший от автомобиля, который он в первый раз увидел в своей деревне. Как-то он даже позаимствовал один из велосипедов своего отца, чтобы съездить посмотреть на демонстрацию самолета, которую проводил пилот Арт Смит, что только укрепило его любовь к технике и изобретательству. В 1922 году, когда Соитиро учился в выпускном классе, он увидел рекламу компании по обслуживанию автомобилей Tokyo Art Shokai. Объявление гласило: производство и ремонт автомобилей, мотоциклов и бензиновых двигателей. Honda подметил, что эта же компания разместила немало рекламных объявлений в автомобильных и велосипедных журналах. Это убедило его, что Art Shokai должна быть одной из лучших мастерских по ремонту автомобилей в Токио, и Соитиро решил устроиться туда на работу. Итак, в возрасте 15 лет он решил уйти из дома и отправиться в Токио, чтобы работать учеником в гараже Art Shokai. Владелец Art Shokai, Юзу Сакикибара, заметил молодого парня и стал опекать его. Сакикибара был идеальным учителем для юноши, как в плане инженерного искусства, так и в плане того, как нужно вести личный бизнес. Вскоре Сакикибара начал допускать Hondu к ремонту мотоциклов и автомобилей. В это время в Японии этими видами транспорта могло владеть только очень ограниченное количество людей. Большинство автомобилей и мотоциклов также были иностранными.
Соитиро очень много работал, чтобы лучше разобраться в том, как все устроено, и неоднократно удивлял своим уровнем знаний и умений не только своих сверстников, но и наставника. После обучения в мастерской Соитиро вернулся домой, чтобы основать собственный авторемонтный бизнес. Это был 1928 год, и Соитиро Хонда было 22 года. В 1928 году Honda успешно завершил свое ученичество и открыл собственный филиал Art Shokai в Хамамацу. Он стал единственным учеником Сакакибары, который сделал это. Там Соитиро Honda использовал все свои приобретенные навыки и знания, чтобы не только ремонтировать автомобили, но и предоставлять другие услуги. К середине 1930-х годов филиал расширился от одного сотрудника до 30 человек. Жена Соитиро Сачи также присоединилась к компании, чтобы помочь управлять ей. Она занималась готовкой еды для персонала и помогала мужу вести учетные записи в журнале. В июне 1936 года Honda попал в аварию во время гонки на скоростной трассе Тамагава. Соитиро выбросило из машины, и он чудом избежал серьезных травм. Его младшему брату и механику Бенджиро повезло меньше – перелом позвоночника. Несмотря на случившееся, Соитиро принял участие в другой гонке в октябре того же года. После участия в автогонках Honda начал задумываться о том, что его не устраивает только починка автомобилей. Сначала он предпринял попытку сделать из филиала Art Shokai в Хамамацу отдельную компанию, чтобы начать производство качественных авто, но встретил сопротивление со стороны акционеров. Поэтому Honda со своим знакомым Шичиро Като решил основать свою собственную компанию Toaki Seiko Heavy Industry с Като в качестве президента. Итак, оба партнера начали активно развивать свое предприятие, а также открыли исследовательский центр Art Piston Ring, где Honda неустанно совершенствовал свое изобретение – поршневые кольца. Днем же он продолжал работать в Art Shokai. Но все шло не так уж гладко. Серия технических сбоев заставила Hondu записаться в качестве заочного студента в индустриальный институт Хамамацу, чтобы улучшить свое понимание металлургии. В течение следующих нескольких лет Соитиро Honda работал и учился, пока не достиг прорыва в 1939 году. Уверенный в своих разработках, он ушел с должности в Art Shokai и передал управление филиалом своим стажерам, присоединившись к Toaki Seiko в качестве президента. Производство поршней началось всерьез, но продукт по-прежнему был несовершенным. Honda с партнером получили заказ на поставку от Toyota Motor Company. Из 50 поршней, которые они подали на проверку качества, стандартам соответствовали только 3. В течение следующих нескольких лет Honda посещал университеты и сталелитейные компании по всей Японии, чтобы улучшить свои знания в области производства. После этого он наконец смог улучшить свой собственный процесс массового производства и поставлять высококачественные детали компаниям Toyota и Nakajima Aircraft. Заказы полились рекой, и компания наняла около 2000 человек. Все планы, которые строил Honda на будущее своей организации, были буквально уничтожены, когда Япония ввязалась во Вторую мировую войну. Toaki Seiko была передана под управление Японского министерства военного снабжения. Toyota также получила 40% акций компании в 1942 году, а самого Hondu понизили в должности от президента до старшего управляющего. Многие сотрудники также начали увольняться, поскольку их призывали на военную службу. Большинство женщин-сотрудников также начали уходить на фабрики в качестве членов так называемого добровольческого корпуса, чтобы помочь военному производству. В попытке упростить производственный процесс для относительно неопытных новичков, Honda сам помогал им калибровать машины, а также создал методы автоматизации для производства своих основных поршневых колец. Когда в 1944 году в Японии участились авианалеты и стало очевидно, что страна оказалась на грани поражения, Хамамацу практически сравняли с землей, а завод Toaki Seiko был уничтожен прямым попаданием бомбы с бомбардировщика Б-29. Компания также столкнулась с еще одной катастрофой в январе 1945 года, когда землетрясение в Нанкае уничтожило еще один завод. В 1945 году, после того, как его фабрика серьезно пострадала во время войны и землетрясения, Honda продает Toaki Seiko компании Toyota за 450 тысяч йен. Однажды, приделав мотор к своему велосипеду и создав таким образом мопед, а потом собрав еще с десяток таких мопедов для своих друзей, Honda решает всерьез заняться производством подобных машин. В 1946 году он основал компанию под названием Институт технических исследований Honda, а в 1947 году
началось производство первого продукта компании – двухтактного двигателя A-Type объемом 50 кубических сантиметров. Мотовелосипеды или мопеды, производимые Honda, отличались высокой надежностью и за 2 года продаж заняли 60% рынка двухколесного транспорта Японии. На A-Type появился и первый логотип Honda. Вдохновленный греческой богиней, Соичиро Honda сам разработал логотип для мотоцикла. В то время он думал о богине Нике, богине древнегреческой мифологии. Ника – богиня победы. На спине у нее пара больших крыльев. Именно эти крылья вдохновили Соичиро. Во всяком случае, этот логотип крыла подвергся 8 изменениям. С 1968 года логотип одинарного крыла до сих пор практически не изменился. Логотип автомобиля Honda не несет в себя никаких секретов. Стилизованная латинская H, первая буква фамилии создателя, с минимальными изменениями сопровождает изделие компании на протяжении всей его истории. В 1948 году компания была перерегистрирована и названа в соответствии с духом времени – Honda Motor Company, и приступила к разработке и производству мотоциклов. Первый мотоцикл компании, получивший название Dream и оснащенный двигателем объемом 98 кубических сантиметров, был выпущен в 1949 году. Тогда же в компанию пришел работать Такео Фуджисава, человек, по праву считающийся вторым отцом-основателем компании. Между ним и Хондой существовало разделение обязанностей. Honda занимался технологиями производства, Фуджисава – корпоративным управлением и продажами. В 1950 году открылся филиал компании в Токио. Там же была куплена швейная фабрика и переделана в завод по выпуску мотоциклов, на котором началось производство мотоциклов Dream Type D, который в 1951 году был заменен на Dream Type E, новую разработку, развивавшую максимальную скорость 70 км в час. В 1952 году главный офис Honda переместился в Токио. В провинции Сайтама открылся завод Ширако. 1953 год. Открылись еще 2 завода, организовался профсоюз и была введена система принятия предложений рабочих, в точности как у Toyota. В следующем 1954 году акции Honda Motor начинают продаваться на токийской бирже. Стартует продажа скутера Gino K-Type и его экспорт в США. Первый в мире мотоцикл, позволяющий запускать двигатель без ручной заводки. Благодаря технологическому прорыву Honda получает возможность участвовать в мотоспорте. Команда принимает участие в международной гонке Сан-Паулу в Бразилии и Isle-Man TT в Великобритании. Соичиро Honda едет со знакомительным визитом на Isle of Man и знакомится с европейской автомобильной промышленностью. В 1955 году компания стала лидером по выпуску мотоциклов в Японии, уничтожив огромное количество конкурентов. Honda приняла участие в первой японской гонке Motorcycle Endurance Road Race и выиграла в классах 350 и 500 кубических сантиметров, получив к тому же приз за конструкцию. Были выпущены новые модели Bentley JB, Dream SA, Dream SB Type. В 1956 году были разработаны корпоративные принципы, которых компания придерживается до сих пор. Открылся сервисный отдел и была введена в действие годовая гарантия на продукцию. В 1957 году на заводе Ширако открылся Центр исследований и разработок. Акции Honda Motor попали в первую часть списка на токийской бирже. Команда Honda заняла первое место в гонке MT Asama Race в классе 350 кубических сантиметров. Дальнейшие победы Honda в гонках мотоциклов так многочисленны, что их не имеет смысла перечислять. В 1958 году вышла модель Honda Super Cub. Маленький, комфортный, а главное легкий в управлении мотоцикл. Инженер Фуджисава, партнер и друг Соичиро Honda, объяснил это так. Мотоцикл должен быть настолько простым в управлении, чтобы его можно было вести одной рукой, во второй держал лоток с лапшой. Мотоцикл стал легендой, и модель до сих пор выпускается. В 1959 году Honda по производству мотоциклов стала крупнейшей компанией в мире. Кроме этого, в этом же году была учреждена компания American Honda Motor в США. А в 1961 объем продаж мотоциклов Honda достигает 100 тысяч в месяц, впервые в этой отрасли. В 1962 году Honda создала завод по выпуску собственного производственного оборудования. Для этой компании создание собственного оборудования имеет принципиальное значение. Этот завод впоследствии стал основой компании Honda Engineering Co. Тогда же открылось представительство в Бельгии для сборки и продажи мотоциклов в Европе. Была запущена рекламная кампания под слоганом
«Лучшие люди ездят на Хонде». Эта компания стоила $5 миллионов и способствовала популяризации мотоцикла и созданию нового его имиджа – веселого семейного средства передвижения для среднего класса, укрепив таким образом свои позиции на рынке мотоциклов. Воспользовавшись программой государственной поддержки в создании народного автомобиля, в 1957 году компания открыла научно-исследовательский центр и наняла 50 инженеров для разработки первой модели. Ее опередили фирмы Suzuki и Subaru, но Soichiro Honda решил пойти другим путем и вместо малогабаритного кейкара выпустить компактную спортивную машину. Даже при наличии у Honda всех необходимых технологий, Soichiro Honda предпочел не спешить с организацией конвейерного производства, пока конструкция автомобиля не будет тщательно продумана и протестирована. В 1962 году на автодроме Suzuka Circuit компания продемонстрировала прототип Honda S360, на котором проехали сам Soichiro Honda и ответственный за проект Иоширо Накамура. Это был двухместный родстер, оснащенный четырехцилиндровым двигателем объемом 356 кубических сантиметров. 25 октября того же года на токийском автосалоне была представлена его серийная версия S500, а также мини-грузовик T360. Honda S500 не вписывалась в сегмент кейкаров, традиционно освобождаемых в Японии от налогов, поскольку объем ее двигателя превышал 360 кубических сантиметров. Но именно это и сделало ее спортивным автомобилем, конкурирующим в одной категории с Datsun Fire-Lady и Daihatsu Compagno. В техническом плане Honda S500 была весьма интересна. Ее конструкция выдавала многолетний опыт работы компании с мотоциклами. Модель оснащалась рядным четырехцилиндровым мотором с двумя верхними распределительными валами и 4 карбюраторами, объемом 531 кубический сантиметр и мощностью 44 лошадиных силы, четырехступенчатой механической коробкой передач, цепным приводом на задние колеса и полностью независимой подвеской на торсионах спереди и на диагональных амортизаторах с пружинами сзади. Двухместный несущий кузов с колесной базой 2000 мм был открытым, но за доплату комплектовался съемным жестким верхом из стеклопластика. С 1963 по 1964 года было выпущено 1363 единицы Honda S500, и продавались они только на внутреннем рынке. Кроме S500, Honda выпустила еще и легкий грузовик T360, предназначенный для фермеров, строителей и рыбаков. Хондовцы воспользовались своим опытом, который они получили при разработке мотоциклетных двигателей, и установили на Honda T360 четырехцилиндровый двигатель серии АК-250Е объемом 356 кубических сантиметров и мощностью 30 лошадиных сил. Этот мотор крутился до 9000 оборотов в минуту. Грузовичок разгонялся до 100 км в час. Двигатель расположен под водительским сиденьем. Грузоподъемность Honda T360 составляла 500 кг. Все модели T360 окрашивались только в голубой цвет. Влившись в ряды автопроизводителей, Soichiro Honda сразу же вспомнил о спорте. В 1964 году Honda Motor Company делает официальное заявление об участии в Формуле-1 и выставляет команду на Honda S500 для участия в 600-километровых гонках на Нюрбургринг. Победный финиш способствует успешному открытию во Франции представительства Honda France SA. Но для Soichiro Honda победы в классе серийных автомобилей кажутся недостаточными. Он хочет построить настоящий автомобиль класса Формулы-1. Поскольку опыта конструирования подобных автомобилей в компании нет, Honda Motors заключает соглашение с английской компанией Lotus. Японцы делают двигатель, англичане ходовую часть и подбирают гонщика. Дебют Lotus Honda был запланирован на весну 1964 года в Гран-при Монако. Но за 3 месяца до гонки неожиданно Lotus отказался от участия в проекте. Дело в том, что Lotus зависел от другой английской компании Jaguar, которая именно тогда приобрела гоночное отделение фирмы Coventry Climax. В результате на старт в Монте-Карло выехал Lotus Climax, а Honda пришлось разрабатывать автомобиль с нуля и самой искать гонщика. Дебют нового автомобиля, полностью сконструированного Honda, состоялся 2 августа 1964 года на Гран-при Германии, когда на стартовую решетку выкатили Honda RA271.
Автомобиль имел оригинальный V-образный 12-цилиндровый двигатель мощностью 230 лошадиных сил при 12 тысячах оборотах в минуту, установленный поперечно загонщиком. Каждый цилиндр был снабжен своим карбюратором. Но первая гонка выявила множество проблем. Перегрев двигателя, заедание тяг приводов карбюраторов, слишком низкое расположение кузова. На 12-м круге управлявший машиной Ронни Бакнем не выдержал напряжения и врезался в ограждение трассы. Второй автомобиль был выставлен на гонку в Монцу на Гран-при Италии. Капризные карбюраторы заменили впрыском топлива, но на 13-м круге двигатель перегрелся и автомобиль съехал в боксы. Третью и заключительную гонку сезона 1964 года машина опять-таки закончила в боксах из-за перегрева двигателя. К следующему сезону была подготовлена новая машина Honda RA272. Она получила более мощный на 10 лошадиных сил мотор. В команду был приглашен второй гонщик, вице-чемпион мира 1963 года Ричи Гинтер. Но неудачи продолжали преследовать команду. Оба автомобиля Honda были самыми мощными среди конкурентов, но при этом самыми ненадежными. Ричи Гинтер бросил фразу: «Единственная сильная сторона этой команды – японские механики могут работать 25 часов в сутки». 3 октября 1965 года на гонку Большого шлема в США прилетел сам Соичиро Хонда. Привыкший к постоянным и громким победам в мотоспорте, он был взбешен результатами автомобильной команды. После того, как Гинтеру удалось закончить гонку 7-м, Соичиро Хонда произнес: «Я не могу смотреть, как мы уступаем победителю 2 круга. Когда я вижу, как едет Honda, я чувствую, что все мои представления о нашей системе переворачиваются кверх ногами». И тогда директор команды Йосио Накамура попросил у Соичиро Хонда особое полномочие. Расстроенный Honda согласился, а Накамура, отказавшись от традиционной японской расстановки по старшинству, распределил членов команды по принципу «нужный человек на нужном месте». Ровно через 3 недели на Гран-при Мексики Гинтер принес Honda Motor победу. Эта победа стала первой в Формулы-1 для автомобилей Honda. Тем временем на смену Honda S500 в сентябре 1964 года пришла новая, еще более мощная модель Honda S600. Машина оснащалась двигателем, увеличенным до 606 кубических сантиметров на 57 лошадиных сил. Новинка получила незначительно измененный дизайн и 2 типа кузова – родстер и купе. Кроме того, с прицелом на экспорт, японцы начали выпускать леворульные машины. S600 можно считать первой по-настоящему массовой легковушкой фирмы Honda. В период с 1964 по 1966 год завод Сайтаме выпустил 13 084 автомобиля этой модели, из них 1800 в кузове купе. С милого автомобиля N360 с двигателем с воздушным охлаждением начинается история успеха в производстве легковых автомобилей Honda. Honda N360 – первый кей-кар с автоматической коробкой. И это был большой успех для японского автопрома и фирмы Honda вообще. Ведь к моменту запуска в серийное производство N360 автомобильное подразделение Honda существовало всего 8 лет. В 60-е Honda сильно уступала другим японским фирмам по объемам производства. А если сказать точнее, среди малой восьмерки японских автопроизводителей Honda занимала непочетное последнее место. Однако у фирмы был большой потенциал в виде мощного инженерного корпуса. Инженеры Honda набили руку на проектировании мотоциклов. Теперь пришло время замахнуться на что-то большее. В 1967 году пополняется Honda N360. Эта малолитражка была разработана с чистого листа. При разработке новой модели японские инженеры явно творчески переосмыслили конструкцию британского Mini. Для Honda N360 это пошло только на пользу. Автомобиль получился очень современный, во многом обгонявший по конструкции конкурентов. А вот двигатель для малолитражки японские инженеры взяли от мотоцикла Honda CB450. Выпускалась Honda N360 с 1967 по 1972 год. Модификации с более мощными двигателями носили обозначения Honda N400 и Honda N600. Honda N360 и ее модификации активно экспортировались в США и Европу. В Штатах к автомобилю интерес был слабый. Больно маломерный аппарат.
В Европе дела шли получше, но все равно не так весело, как хотелось бы. Более популярной стала еще одна новинка 1966 года Honda S800, которую специалисты оценили как вершину мастерства японских инженеров и эталон разработок Honda. Honda S800 сразу начала продаваться не только на внутреннем рынке, но и в других странах. Предлагалась в двух вариантах кузовов – с жесткой и мягкой крышей. Honda S800 отличалась оригинальным дизайном кузова, комфортабельным салоном, хорошей динамикой. Под капотом 740-килограммовой машины был высокооборотистый легкосплавный мотор с двумя распредвалами, наличием редких в ту пору дисковых тормозов, отличным качеством сборки. И все это при довольно приемлемой цене. В отличие от переднеприводной Honda N360, у 800 была классическая компоновка, переднее расположение двигателя и задние ведущие колеса. Вскоре после начала выпуска, в октябре 1967 года, Honda S800 была модернизирована. У нее изменилась форма головной оптики, улучшилась конструкция переключателя света фар, появилась двухконтурная тормозная система. За короткий период выпуска Honda S800 всех ее модификаций, купе и родстеров, было выпущено 25 849 штук. Honda нередко становилась первой в мире в различных сферах. То же самое случилось после внедрения более строгих норм выбросов в США. Компания стала первым производителем двигателей, кто сумел подстроиться под новые правила закона о чистом воздухе 1970 года. Результатом этой работы стал двигатель CVCC – Compound Vertex Controlled Combustion. Благодаря ему модель, вышедшая годом позже, смогла работать без каталитического нейтрализатора. С этим типом двигателя были начаты продажи Honda Life, первый Honda с водяным охлаждением двигателя. Автомобиль Honda Life первого поколения выпускался с 1971 года. Модель предлагалась в кузовах двух- или четырехдверный седан или трехдверный хэтчбэк. Машина оснащалась двигателем 0.3 в сочетании с 3-, 4-, 5-ступенчатой механикой или трехступенчатым автоматом. Автомобиль оказался востребованным в условиях разразившегося нефтяного кризиса, и на волне успеха ровно через год, в 1972 году, Honda Motor Company представляет свой новый бестселлер. Нестареющий символ японской автомобильной промышленности Honda Civic уже 50 лет радует автомобилистов всего мира. Отзывы о нем неоднозначны, но на вкус и цвет, как говорится, единомышленников не найти. Дебют прошел в 1972 году. С той поры автомобиль пользовался успехом у ценителей хорошего японского качества. Он привел предприятие к заслуженной славе, став серьезным конкурентом на рынке продукции автобизнеса Форда и Шевроле. Во многом благодаря этой модели Honda является той, какой мы ее знаем сегодня. Honda Civic первого поколения появилась на свет в июле 1972 года. Сперва была выпущена двухдверная версия, немного позже трехдверный хэтчбэк. Первое поколение оснащалось 1,2-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью 50 лошадиных сил. Автомобиль при этом весил всего 650 килограмм, что давало ему неплохую динамику разгона. На выбор предлагались два вида трансмиссии – четырехступенчатая механика и автоматическая Honda Matic. Расход топлива был всего 5,8 литра на сотню. Такие характеристики вкупе с небольшой стоимостью, всего $2200, привели к тому, что Civic пользовался огромной популярностью, в том числе и у молодежи. 3 года подряд автомобиль удостаивался премии Car of the Year Japan. В 1973 году на рынок выходит модель Civic с 1,5-литровым 53-сильным двигателем CVCC и вариативной автоматической трансмиссией, а также 5-ступенчатой механикой. Этот автомобиль стал настоящей сенсацией в США. Компанию ему составили спортивная версия Civic RS с двухкамерным двигателем и практичный универсал. Второе поколение сделало еще один шаг в сторону эргономики, комфорта и эстетики.
новый Civic 2 получил премию US Import Car of the Year 1980 от американского журнала Motor Trend. Третье поколение Цивиков стало дальнейшим логическим развитием популярной модели. Новый Civic стал солиднее, больше, его база выросла на 125 мм. В базовой версии автомобиль комплектовался 60-сильным 1,3-литровым двигателем и 4- или 5-ступенчатой МКПП или 3-ступенчатой АКПП. Также предлагался новый 1,5-литровый 12-клапанный двигатель мощностью 76 лошадиных сил. Выпускалось данное поколение Цивиков в 3, 4 и 5-дверных версиях. В 1987 году Civic впервые получил полный привод. Им оснащалась версия в кузове «Универсал». Можно сказать, что, начиная с третьего поколения, Civic приобрел характерные черты внешности, узнаваемые во всех последующих поколениях. Это и довольно низкий силуэт, зауженные фары, тонкая линия радиаторной решетки. Civic стал узнаваемым. Более того, в 1984 году в Европе завоевал награду Torino Piedmonte Car Design Award, а в Японии в очередной раз получить премию Car of the Year Japan. Четвертое поколение Civic поступило к покупателям в 1988 году, предсказуемо прибавив в размерах кузова и салона. Линия крыши немного опустилась, площадь остекления стала больше, дизайн автомобиля продолжил эволюцию прежних поколений. Чуть солиднее и чуть спортивнее. Civic 4 приобрел узкие фары и более сдержанный дизайн экстерьера в европейском стиле, который проявился более всего в задних фонарях, наружных зеркалах, колесных дисках. К четвертому поколению перед инженерами Honda остро встал вопрос разработки высокоэффективного двигателя, который существенно бы повысил технический уровень модели. И они его создали. Это 16-клапанный мотор, который разработчики назвали Hyper. Он предлагался в новом поколении сразу в 5 вариациях, от 1,3 до 1,5-литровой. Максимальная мощность топового двигателя составляла 92 лошадиных силы. Базовый же мотор обладал 62 лошадиными силами. В 1987 году на автомобилях Honda Civic 4-го поколения впервые среди машин этого класса были применены двигатели с системой изменения фаз газораспределения и степени открытия клапанов в TEC. Данное новшество было применено в вариации Civic SAR, оснащаемый форсированным двигателем DOHC в TEC, легендарный мотор B16A. Автомобиль развивал немалые по тем временам 125-130 лошадиных сил. Более подробно про двигатели Honda мы рассказывали в предыдущих роликах. Кто не успел, обязательно посмотрите. Высокие потребительские и технологические свойства автомобиля были оценены по достоинству. Civic 4-го поколения получил награду «Золотой руль» от крупнейшего немецкого издания Bild, а французский автомобильный журнал Elle Automobile Magazine назвал Civic 4 самым качественным и надежным автомобилем среди малолитражек 1989 года. Пятое поколение Цивиков отличает яркая и запоминающаяся внешность. Она воплотила в себе как угловатый дизайн 80-х, так и округлый 90-х. Civic 5 не выглядит архаично до сих пор. Компактный, легкий, стремительный. В пятом поколении выпускались 4-дверный седан, 3-дверный хэтчбэк и 2-дверное купе. Габариты автомобиля вновь увеличились. Также изменился и двигатель. Знаменитый в TEC хондовцы как следует доработали и представили уже в 70-сильном исполнении. Мотор отличался экономичностью и выносливостью. Были версии и мощнее – 92 и 125-сильная. К сведению, 92-сильная потребляла всего 4,8 литра на сотню в городском цикле. Новое поколение отличалось надежными системами безопасности. В базовой версии автомобиль укомплектовывался фронтальной подушкой безопасности водителя и системой АБС. В 1993 году на рынке появилось 2-дверное купе. Здесь была и качественная аудиосистема, и 125 лошадиных сил под капотом. Из плюсов данного поколения можно отметить хорошую динамику, экологичный двигатель, хорошую эргономику и внешность.
Шестое поколение популярной модели Honda Civic было представлено в 1996 году. Появление шестого поколения ознаменовало переход от простого автомобиля для всех к высокотехнологичному шедевру. В конструкции ходовой части широко использовался опыт гоночного подразделения Honda. Передняя подвеска была на двойных треугольных рычагах, задняя — многорычажка. В линейке четырехцилиндровых моторов появились как варианты с одним распределительным валом, так и мощные двухвальные. Кроме того, впервые Civic получил бесступенчатую вариаторную трансмиссию, сделавшую автомобиль экономичнее. Предлагались варианты с пятиступенчатой МКП и традиционным четырехступенчатым автоматом. Специально для Японии Honda выпустила экстремальный вариант Civic под названием Honda Civic Type R. Модификация была доступна только в кузове хэтчбэк с двигателем B16B, 1,6 литра, 185 лошадиных сил при 8200 оборотов в минуту, пятиступенчатой МКПП и дифференциалом повышенного трения LSD. Двигатель B16B являлся, в свою очередь, гражданской версией самого злого мотора от Honda Integra Type R B18C. Тем не менее, обычный Civic шестого поколения имел несколько худшую в сравнении с пятым поколением динамику. Это объяснялось тем, что конструкторы Honda увеличили массу автомобиля из-за возросших аппетитов потребителей к размерам салона, безопасности и комфорту автомобиля. В 1996 году Honda Civic стала первой серийной машиной, отвечающей очень жестким экологическим требованиям Low Emission Vehicle. Производство было налажено в 3 странах – Японии, Англии и США. В целом, можно говорить, что модель получилась достаточно удачной, несмотря на то, что ничего революционного в ней не было, скорее это была эволюция Civic. Седьмое поколение модели вышло на рынок в 2001 году. С выходом этой модели все чаще начали звучать голоса недовольных тем, что Honda вместо зажигалок стала делать Civic для всех. Ушла экспрессия, появился комфорт. И действительно, машина получилась достаточно безликой. Вместе с обновленным дизайном автомобиль получил совершенно новую подвеску типа Макферсон и легкий 1,7-литровый мотор мощностью 117 лошадиных сил. Несмотря на уверение специалистов Honda в том, что Макферсон настроен максимально по-хондовски, автомобиль стал скучнее в управлении. Ушла прежняя отточенность реакции на движение рулем, автомобиль больше кренился в поворотах. Двигатели остались теми же. Формально новый Civic стал лучше, увеличилось пространство для задних пассажиров, исчез тоннель в полу, улучшились показатели кузова на кручение. Моторы стали экономичнее, вариатор надежнее, заметно улучшилась шумоизоляция салона. Однако сиденья утратили выраженную боковую поддержку. Двигатели – характерный мощный подхват в ТЭК после 5500 оборотов в минуту. А внешность Civic 7 стала универсальной европейской, не напоминая о спортивных претензиях модели. Тем не менее, в 2002 году появилась версия Civic Si, оснащенная 160-сильным двигателем и раллийной пятиступенчатой механикой, чтобы хоть немного порадовать фанатов модели. Восьмое поколение Civic предстало в совершенно ином варианте. Особенно сильно отличался дизайн седана и хэтчбека. В чем их отличие? Civic седан – машина представительного класса, на которой можно встретить деловых партнеров, не стесняясь выделиться среди остальных собственников транспорта. В этом варианте дебют случился в 2015 году. Его изюминкой стала спортивная направленность дизайнерского оформления. Передний бампер был несколько занижен, сделан обвес на пороках. На спорткары изделие похоже задним бампером и спойлером. Для Civic Hatchback, оборудованного 5 дверками, характерны черты футуризма со спортивным намеком. Не заметить его в потоке невозможно. За счет чего улучшена аэродинамика? Эти качества скорректированы благодаря увеличенному наклону лобового стекла и форме кузовных деталей. Хэтч напоминает космический корабль, настолько проектировщики хотели изменить дизайн. Недаром в народе его прозвали космоцивиком. Что касается двигателей, то европейские версии модели оснащались экономичными 1,4-литровыми и 1,8-литровыми 113 лошадиных сил аппаратами VTEC, потребляя всего 10-12 литров на 100 км в городе. Спортивная версия Type R была укомплектована 2-литровым силовым агрегатом. Помимо этого был доступен и 2,2-литровый дизель мощностью 140 лошадиных сил
агрегатируемый с пятиступенчатой механикой или автоматом, взмывавший до сотни за 8,6 секунды. В таком виде Хонду знали до 2012 года, пока не появилась новая модель. Доработанная подвеска и продвинутая шумоизоляция подарили возможность улучшить потребительские качества. К этому моменту японец уже обладал надежной системой безопасности, усовершенствованной курсовой устойчивостью и облегченным стартом. Мотор работает здесь на бензине, будучи наделенным объемом 1,8 литра. Прибавилось и лошадок, стало 142. Трансмиссионную систему покупатель выбирает на свое усмотрение. Пятиступенчатый автомат, шестиступенчатая механика. Комплектации представлены в 3 вариациях: Lifestyle, Premium, Elegance. Система Eco Assist позволяет водителю выбирать удобный формат езды с оптимальными затратами на горючее. Салон тесноват, не хватает места как в коленях, так и над головой. Высокие пассажиры и водитель могут испытывать определенные неудобства. Плюс центральный тоннель на полу заднего ряда сидений практически отсутствует, и втроем здесь пассажиры не теснятся, не прижимают друг друга локтями. Появившееся в 2015 году 10-е поколение Civic стало выглядеть еще более футуристично. В городском потоке эта модель так и приковывает взгляды. В этом поколении конструкторы постарались сделать так, чтобы о ее приобретении задумывалась не только активная и продвинутая молодежь. Многие опции Civic присущи моделям выше классом. В базовой комплектации, например, можно найти полностью светодиодную оптику, включая противотуманки, бесключевой доступ и открытие багажника, сдвоенный глушитель и режим спорт, предупреждение о уходе с разметки и еще множество других приятных мелочей. То есть Civic перестал играть в гольф-классе. Машина стала более солидной и богато оснащенной. Выделяется неординарный кузов. Экстерьер отличается биксеноновыми фарами головного освещения, способными менять дальность светового потока за счет специальных шторок. Кузову придали нотки спортивности, и элегантности в то же время ему не занимать. Все просто дышит космическим магнетизмом. Крупный тахометр по центру болида, яркая подсветка. В максимальной комплектации комфорт водителю обеспечивается за счет регулировки поясничного упора с помощью электропривода. Civic снова меняет имидж. Эксперименты с космическим дизайном и однообъемным силуэтом закончены. Новая модель, уже 11-го по счету поколения, выглядит более традиционно и солидно. Но не спешите называть этот Civic пенсионерским. Разработчики уверяют, что это еще и самый драйверский седан в истории модели. Платформа прежняя, но доработанная. Причем в компании не стали упрощать ее, устанавливая назад балку. Civic седан по-прежнему имеет многорычажную подвеску задних колес во всех версиях. Жесткость кузова на кручение увеличена на 8%. А в итоге разработчики обещают более острую управляемость в сочетании с улучшенной изоляцией салона от шума и вибраций. В салоне тоже революция. Он стал более традиционным и спокойным, с простым дизайном и чистыми линиями. Это новая стратегия Honda. Несмотря на то, что в последних версиях Civic отошел от концепции автомобиля-зажигалки для молодежи, он все так же остается детищем японской высокотехнологичной промышленности. Надежность, презентабельный внешний вид, экономичность, высокие эксплуатационные качества гарантируют ему любовь и доверие покупателей. Подтверждением тому, что автомобиль ждет большое будущее, является то, что данная модель пережила уже 10 поколений и не собирается останавливаться на достигнутом. Еще одна модель компании, заслуживающая легендарного статуса. Accord стала первым автомобилем Honda, получившим хотя бы средние, а не компактные размеры. Также он являлся вторым, кто ушел на мировой рынок.
Изначально Accord продавался в виде трехдверного хэтчбека и пятидверного седана. Сегодня модель, как и Civic, продолжает жить и тоже выпускается в 10-м поколении. Первая генерация Honda Accord очень хорошо продавалась как у себя на родине, так и в США. Во-первых, из-за своей экономичности, а во-вторых, благодаря тому, что уже в базе имела то, чего не было у большинства других. Тахометр, дворники с прерывистой функцией, радио, тканевое сиденье. Первый Accord становился в 1976-78 годах автомобилем года по версии аж 5 авторитетных автомобильных СМИ. Accord второго поколения вошел в историю как первый японский автомобиль, производство которого наладили в США. Тогда же он стал и самым продаваемым авто из Японии и держал лидерство до 1996 года. Кроме того, модель выпускалась в Новой Зеландии, Индонезии и Таиланде, а реализовывалась и вовсе практически по всему миру, в 1981 году став самой продаваемой в своем классе. Путь к сердцу покупателя Honda прокладывала через дополнительные опции, зачастую новые для компактного класса машин. Ковровое покрытие пола, велюровые и кожаные сиденья, электростеклоподъемники, люк, центральный замок, круиз-контроль. Да что там говорить, штатная навигационная система Electro-Gyrocator впервые в мире появилась на Honda Accord 2. В отличие от большинства современных навигационных систем, он не использовал спутники GPS для определения своего местоположения и определения движения автомобиля. Скорее, это была инерциальная навигационная система, потому что она содержала гироскоп на газообразном гелии, который мог обнаруживать как вращение, так и движение. К корпусу трансмиссии также был прикреплен специальный сервопривод, который передавал информацию на гyrокатор, помогая поддерживать положение, скорость на карте и пройденное расстояние. Прозрачные карты были помещены внутрь устройства, и он мог прокручивать их через 6-дюймовый монохромный экран с ALT-подсветкой во время движения автомобиля. Монитор будет указывать серию кругов или перекрестия на экране, чтобы показать ваше текущее местоположение или отображать линии для пути движения. Новая генерация и снова инновации. Впервые в мире на переднеприводное авто поставили двухрычажную переднюю подвеску. Автомобиль выпускали в двух вариантах: обыкновенный и слепой, с выдвигающимися фарами. Кроме седана и хэтчбека в гамме кузовов появились еще купе и аэродеск. Трехдверный хэтчбек с плоской непокатой крышей над задними пассажирами. Благодаря всему этому, а также новым мощным моторам до 2 литров и 145 лошадиных сил, Accord третьего поколения заслужил славу драйверского автомобиля. Способствовала этому и отличная эргономика водительского места, в частности, низко расположенная панель приборов обеспечивала прекрасный обзор, и дополнительные опции – ABS и тормозные диски по кругу. С четвертым поколением Accord перепрыгнул в следующий класс со всеми вытекающими подробностями. Из старых кузовов остались только седан и купе. Хэтчбеки и спортивные модификации уступили место традиционному пятидверному вагону, которые, кстати, делали только в Штатах, но для всех рынков. Не обошлось и без традиционных для Honda технических новинок. Это были, например, фары с гладким стеклом и линзами, первые на рынке США, а также уникальная гидроподушка двигателя, управляемая электроникой. Она снижала вибрации на холостом ходу. Выпускали даже модификации Accord с 4 управляемыми колесами для японского рынка. Такие версии на JDM назывались Ascot. Американцам же повезло меньше всего. Даже в Европу поставляли Аккорды с климат-контролем и электрическими сиденьями, но не к ним. Зато все машины для североамериканского рынка оснащались самыми мощными моторами – 2,2 литра 150 лошадиных сил. Пятую генерацию Honda разделила по рынкам. Одна версия выпускалась для американского и японского рынка, другая для европейского. Причем, собственно, пятым поколением была лишь первая европейка. По сути, это была несколько переделанная Honda Ascot Innova. Впоследствии та же модель мутировала в Rover 600.
Оцинкованные кузова Аккорд хорошо противостояли коррозии. Салон стал просторнее, получил удобные сиденья. Под капотом наконец-то появился двигатель с фирменной хондовой системой изменяемой фазы ГРМ ВТЭК, а также турбодизель 2.0, результат сотрудничества с Rover. К сожалению, в будущем, как только английскую марку купил BMW, сотрудничество прекратилось. Шестое поколение еще больше разделилось по рынкам. Европа, Северная Америка, Япония. В Европе начали продавать купе, правда, выпускали его не в Англии. Автомобиль отвечал самым строгим на тот момент критериям безопасности. 2 аэрбэга, балки в дверях, трехточечные ремни сзади. Кроме того, уже в базе шло все, что нужно было водителю. АБС, вентилируемые диски, четкое и послушное рулевое. Но главной фишкой были, безусловно, двигатели. Высокофорсированные, часть которых оснащалась ВТЭК. Моторы Honda на тот момент обладали самой высокой удельной мощностью среди атмосферных. Например, 2.2 Евро-R выдавал целых 220 лошадиных сил. Honda Accord 7 стал бестселлером на всех мировых рынках, благодаря своей японской надежности, агрессивному дизайну, отточенной управляемости и, конечно, хондовскому спортивному характеру. Экстерьер Accord получил спортивный и солидный, словно это спортсмен в дорогом классическом костюме. Дизайнеры и инженеры поработали не только над красотой. Аэродинамика кузова впечатляет, коэффициент динамического сопротивления 0,26. Это улучшает динамические характеристики, уменьшает расход топлива и шум в салоне. В интерьере Honda Accord 7 серии ощутить роскошь не получится, разве что в комплектации X-Active. Интерьер сделан добротно, дорого и со вкусом. При посадке в салон испытываешь удовольствие даже от таких мелочей, как звук закрывания двери. Над звуком закрытия работали акустики, добиваясь глухого низкого тона и избавляясь от пустого треска. Посадка водителя удобна, сиденье можно настроить под себя. В спортивной версии Type S ручные регулировки кресел, а в топовой модификации X-Active электрорегулировки. Стоит сказать, Honda Accord 7 отлично оборудован и в базовой комплектации. В нее входят электрические стекла, зеркала с подогревом, 6 подушек безопасности, климат-контроль, аудиосистема и система стабилизации ABS. Седьмой Accord – гордый представитель D-класса. Габариты салона одни из самых больших в классе. Ширина 1485 мм спереди, а сзади 1480 мм. В салоне без труда разместятся 4 пассажира, и пятый не будет лишним. Моторы оборудованы фирменной системой фаз газораспределения iVTEC, интеллектуальный ВТЭК. Это интеллектуальная система, которая отличается от обычного ВТЭК тем, что дает большой крутящий момент на низких оборотах и уменьшает расход топлива, регулируя фазы в прямом эфире. На момент выхода Honda Accord 7 серия моторов К была инновационной и одной из лучших с точки зрения инженерии. На спортивной версии Евро-R для японского рынка Accord с мотором К20А развивал мощности 220 лошадиных сил. То есть конструкция мотора позволяла быть универсальным агрегатом, поэтому он ставился и на семейные машины, и на спортивные. Чтобы мотор работал как швейцарские часы, нужно соблюдать технические регламенты, которые рекомендует японский производитель. Японские регламенты, не российские. А именно лить жидкое масло 0W20, даже после 100 тысяч километров. Интервал замены масла сократить до 5000, 7500 километров и регулировать клапана каждые 40 тысяч километров. При соблюдении этих рекомендаций мотор не принесет вам разочарования. С двигателями ставится как механические 5- и 6-ступенчатые КПП, так и 5-ступенчатый автомат. Все коробки надежные и проблем не приносят. Подвеска у Honda Accord 7 многорычажная. Спереди двойные поперечные рычаги, сзади многорычажные с эффектом подруливания. Такое шасси позволяет Accord вгрызаться в повороты и получать удовольствие от езды. На европейских версиях седьмых Аккордов стоит гидроусилитель руля, а на японских электроусилитель. Как и предыдущие поколения, восьмое включало маленький и большой аккорды.
Машина стала еще безопаснее, получила 6 аэрбегов. Американская версия еще имела и систему автоматического определения комплекции пассажира, а также удобнее. Добавилась уйма интеллектуальных систем. От помощников при торможении до зеркал, которые сами подстраивались при движении назад. Вариаций двигателей стало намного меньше. Бензиновые 2.0 и 2.4 и дизельные 2.2 для Европы и гибрид на базе мотора 1.6 мощностью 140 лошадиных сил. Сделав 9-ю модель глобальной, то есть одинаковой для всех рынков, Honda не стала продавать ее в Европе из-за низкой рентабельности. Исключение было сделано лишь для России. Технически новой стала передняя подвеска McPherson, вместо двухрычажки на нескольких предыдущих поколениях. Появились комплектации Elegance, Sport, X-Active и Premium с широким списком опций для каждой из них. Двигатели остались лишь бензиновые от 2 до 3,5 литров, V6 с функцией отключения половины цилиндров и АКПП-6 и 2-литровый гибрид с вариатором. Для японского рынка гибриды – обычный плагин, который можно заряжать от розетки, за счет чего его расход в перерасчете на киловатты Honda оценивала в 1,7 литра на 100 километров. Обыкновенные бензиновые машины на внутренний рынок не шли. В 10-м поколении, как и раньше, передняя подвеска осталась Макферсоном. Крепится, правда, немного по-другому, через L-образные рычаги, а задняя многорычажный. Она соединяется с подрамником через гидровтулки. Из кузовной гаммы исчезло купе. В базовую комплектацию входит автоматический дальний свет, задняя камера и огромный пакет помощников под названием Honda Sensing. Accord 10 – чемпион среди массовых моделей Honda по количеству сверхпрочных сортов стали в своей конструкции. А вот вариантов двигателей всего 3. 1,5-литровый, 2.0 и 2.0 гибрид. Honda Prelude стал культовым автомобилем своих лет. Дело в том, что ее выпуск продолжался больше 30 лет. Далеко не каждая модель может похвастаться таким достижением. Honda Prelude дебютировала в 1978 году. В те годы машины не были такими же популярными, как сегодня, поэтому автомобиль с достаточно инновационным дизайном пользовался большим вниманием прессы и общественности. Главное достоинство этого авто заключалось в стильном дизайне, резвой динамике и надежности. В годы, когда автомобиль появился на рынке, спросом пользовались машины с кузовами округлых форм. В Северной Америке покупатели предпочитали удлиненные машины. Однако японцы смогли добиться еще большего успеха и выпустили модель, которая отличалась не только инновационным дизайном, но и прекрасной аэродинамикой и высокой экономией. Первое поколение Honda Prelude оснастили мотором мощностью 80 лошадиных сил. Объем двигателя достигал 1,6 литра. Более того, до 1983 года эта модель выпускалась на базе другой модели от компании Honda. Речь идет об Accord. Внешний вид модели можно было назвать его главным козырем на рынке. Прочный и надежный кузов тоже вызывал только положительные эмоции. Квадратные фары были классическими для тех лет, поэтому ни у кого не вызывали негатива. Салон тоже был современным и комфортабельным как для водителя, так и для пассажиров. Все остальные модели, которые конкурировали с Honda Prelude, не могли похвастаться таким большим количеством положительных качеств. Поэтому в обзорах профильных изданий регулярно проигрывали новинки от Honda. Спустя некоторое время машина была значительно переделана, и в 1983 году второе поколение стало абсолютно самостоятельной моделью. В те годы машина отличалась не только смелой внешностью, но и 12-клапанным мотором. Его объем был увеличен и достигал 1,8 литра, мощность 102 лошадок. Машина стала больше как по длине, так и высоте и ширине. Также компания предложила покупателям кожаный салон. Он предлагался в качестве опции, однако эта новость произвела настоящий фурор на рынке, ведь раньше кожаным салоном оснащали только дорогие автомобили премиум-класса. Также многие покупатели оценили наличие люка, который был включен в стандартное оснащение. Отдельного внимания заслуживало управление, которое получило массу положительных отзывов от довольных автовладельцев. Длина кузова достигала 4,9 метра. Это было очень много. Низкий и широкий профиль.
Это было именно то, что пользовалось спросом в те годы. Большое количество автомобилей второго поколения ушло на экспорт в Европу и США. Там модель стала такой же популярной, как и на родине. Внешний вид модели претерпел значительные изменения, особенно спереди. Другая форма фар стала главной визитной карточкой второго поколения. Третье поколение Honda Prelude увидело свет в 1987 году. Теперь в машине появилась интересная система управления всех 4 колес. Несмотря на то, что эта инновация получила самые положительные отзывы профильных изданий, такая версия была доступна исключительно на внутреннем рынке. Также с этого времени машину стали оснащать более мощными двигателями. Самым популярным и недорогим был 1,8-литровый мотор с мощностью 106 лошадиных сил. Тем, кому хотелось большего, компания предложила двигатель объемом 2 литра. Его мощность составляла 137 лошадиных сил. Спустя 3 года появился еще более мощный двигатель 140 лошадиных сил. Версия авто с таким мотором не пользовалась популярностью и служила чем-то вроде демонстрации технических возможностей компании Honda. Это был успешный маркетинговый ход, ведь общественность была уверена, что технические возможности компании практически ничем не ограничены. Внешне машина осталась примерно такой же, что и раньше. Небольшие изменения формы кузова были почти незаметны. Машина получила более молодежную репутацию, поэтому была предназначена именно для молодых людей, хотя ее технические характеристики не позволяли сделать ее достаточно дешевой. Более того, третье поколение прозвали машиной для свиданий. Все дело в том, что она была похожа на Феррари. Прячущиеся фары, а также низкий капот – главное доказательство того, что авторы этой модели сделали все, чтобы сделать автомобиль с настоящим спортивным дизайном. Немало неприятностей доставил возросший расход топлива. Он достигал 10 литров на 100 километров пути. Для многих водителей этого было слишком много. Салон тоже был почти таким же, как и во втором поколении. Некоторые комплектации могли похвастаться наличием оленьей кожи, а также фарами на переднем кузове, которые было невозможно спрятать. Четвертое поколение выпускалось с 1991 по 1996 год. Инженеры Honda пересмотрели свои ценности и решили оснастить машину еще более мощным силовым агрегатом. Это был 2,2-литровый двигатель, который показывал мощность в 200 лошадиных сил. Этого было вполне достаточно, чтобы говорить о скоростном спортивном автомобиле, который можно смело рекомендовать всем любителям высокой скорости. Система управления тоже заслуживала отдельной похвалы. Она позволяла водителю управлять всеми колесами одновременно. Кузов и внешний вид – это главное отличие четвертого поколения от предыдущего. Машина получила совершенно другие фары. Многим они не понравились, ведь дизайнеры фактически изменили машину до неузнаваемости. Салон получил более современный дизайн. Масса дополнительных опций – это еще одна отличительная черта автомобиля. Машина была сделана так, чтобы удовлетворить интерес как можно большего числа потенциальных покупателей. Пятое и последнее поколение автомобиля появилось спустя 5 лет. В 1996 году машина стала еще длиннее. Это самым благоприятным образом сказывалось на комфорте пассажиров, которые отлично себя чувствовали в любой части салона. Однако главная проблема касалась дизайна авто. Кузов стал другим. Он стал выглядеть не так, как того желали покупатели. На рынках США и Европы так и не поняли, почему японцы предпочли сделать рубленые формы, а также минималистичный дизайн. Он не понравился даже самым ярым фанатам марки. Салон при этом отличался нейтральным дизайном, который никого не раздражал. С технической стороны машина оставалась все такой же передовой, как и предыдущие поколения.
новый межколесный дифференциал, а также усилитель руля, который менял характеристики в зависимости от скоростного режима, и другие технические достижения не смогли спасти положение. Внешний вид автомобиля был таким, что покупатели даже не хотели знать технические характеристики машины. Наконец-то появилась автоматическая коробка передач. Покупатели могли выбрать либо АКП, либо МКП. Поэтому тем, кто привык к механике, можно было не беспокоиться. Мотор был представлен двумя версиями. Одна из них — это 2-литровый двигатель, способный развивать 133 лошадиных силы. В более дорогой комплектации машина оснащалась 2,2-литровым двигателем, мощность которого достигала психологической отметки в 200 лошадиных сил. Отличная подвеска досталась автомобилю от 4-го поколения. Поэтому покупателям можно было не беспокоиться по поводу того, что по технической части машина стала чем-то хуже 4-го поколения. Еще один недостаток, который сильно ударил по популярности модели, это цена. Машина стоила слишком дорого, поэтому вкупе со спорным дизайном цена стала последним гвоздем в гробе Honda Prelude. Непрезентабельная внешность, высокая цена — это главные недостатки 5-го поколения. Однако у модели были и свои достоинства. В частности, она была куда более экономичной. Как и у любого другого авто, у Honda Prelude есть как достоинства, так и недостатки. Большое количество конкурентов этой модели самым лучшим образом сказывалось на технических характеристиках и дизайне авто. Компания Honda делала все возможное, чтобы их детище было лучше всех конкурентов как по технической части, так и по другим характеристикам. Старт проекту City был дан в 1978 году под девизом «Риск – благородное дело». Автомобиль отличался плотной компоновкой и вместе с тем был рассчитан на 5, пусть и японского телосложения пассажиров. Оснащался моторами 1.23 или 1.19 литра, 5- или 4-ступенчатыми механическими трансмиссиями, а также полуавтоматической роботизированной 3-диапазонной планетарной трансмиссией Hypershift с гидромуфтой сцепления. Действительно, не просто сделать маленький автомобиль привлекательным. Конструкторы ограничены в маневре почти так же, как сапер, разминирующий хитроумное взрывное устройство в американском боевике. Вот и первый макет будущей Honda City не устроил ведущего инженера проекта Хиро Ватанабе. Получилась обычная малолитражка, к тому же еще и очень напоминающая Daihatsu Charade. Honda City Turbo 2 был сконструирован Хиротоси Honda, сыном основателя компании. В дальнейшем он создаст известную тюнинговую фирму Mugen. Автомобиль отличался увеличенным габаритом, расширенными колеями и большей массой. Лимиты по длине и ширине будущей модели были исчерпаны. Но выполнить главное условие техзадания — посадить внутрь 5 не удавалось. И тогда кто-то предложил задействовать неиспользованный резерв габарита — высоту. Действительно, если посадить пассажиров повыше, как на стульях, они подберут коленки, и места хватит на всех. Кому из разработчиков пришла в голову такая идея, мы никогда не узнаем. Это же Япония, там командный дух. К финалу проект подходил под девизом «Переросток». Honda City первого поколения при своих небольших размерах был полноценным автомобилем, оснащенным отличным 4-цилиндровым двигателем. Некоторые японские конкуренты все еще предлагали машины на 3 и даже на 2 цилиндрах. В атмосферном варианте мотор 1.23 литра выдавал 67 лошадиных сил при 5500 оборотов в минуту, в турбированном свыше 100 лошадиных сил. Ко всему к машине прилагался складной скутер Honda Motocompo, оснащенный двухтактным одноцилиндровым 50-кубовым моторчиком мощностью 2,5 лошадиных силы. Весил он всего 42 килограмма и перевозился в багажнике. Задумывалось, что человек оставит машину на перехватывающей парковке и дальше поедет уже на 2 колесах. Увы, в истории урбанистические концепции чаще всего терпят крах. В 1985 году компания Honda запустила в серийное производство седан Legend, ставший первой моделью марки в бизнес-классе. В отличие от конкурентов, например, Toyota Crown или Nissan Gloria, Legend имела не задний, а передний привод. Разработкой машины японцы занимались совместно с британской компанией Austin Rover Group. Результатом работы с европейской стороны стал седан Rover 800. Позднее модельный ряд пополнился версией с кузовом купе. На японском рынке Honda Legend предлагалась с двигателями V6 объемом 2 и 2,5 литра,
145 и 165 лошадиных сил соответственно. В 1988 году вместо 2,5-литрового агрегата на машину начали ставить 2,7-литровый, 180 сил, а в 1989 году появилась версия с турбомотором V6 2.0, развивающим 190 лошадиных сил. В Европе Honda Legend продавалась с 1987 года только с 2,5-литровым двигателем. Это были машины, собранные на заводе в Великобритании. На американском рынке модель была известна под именем Acura Legend. Второе поколение модели Honda Legend выпускалось в Японии с 1990 до 1996 года. Как и прежде, это были большие переднеприводные седаны и купе. Единственный силовой агрегат V6 развивал 215 или 235 лошадиных сил в зависимости от модификации. Легенды комплектовались пятиступенчатой, позднее шестиступенчатой механикой или четырехступенчатым автоматом. В 1996 году в продажу поступила очередная версия модели. На этот раз автомобиль предлагался только с кузовом седан. Под капотом машины стояла 3,5-литровая шестерка мощностью 215 лошадиных сил. Легенды для японского рынка комплектовались только четырехступенчатыми автоматами, а машины для Европы могли быть оснащены еще и шестиступенчатой механической коробкой передач. В соответствии со своим флагманским статусом, седан обладал богатым для тех лет оснащением, которое включало в себя, например, боковые подушки безопасности, систему навигации, систему бесключевого доступа. В Honda Legend 4-го поколения, дебютировавшей в 2004 году, японцы сделали ставку на ходовые качества автомобиля. Седан получил продвинутую полноприводную трансмиссию SH-AVD. В приводе задних колес у машины стоял планетарный редуктор, позволяющий переключаться на повышенную передачу. А благодаря специальным сцеплениям, крутящий момент на каждое из задних колес передавался независимо друг от друга в соответствии с условиями движения. Вся эта трансмиссия автоматически управлялась электроникой и позволяла улучшить управляемость седана. На российском рынке Легенда продавалась до 2010 года, а в 2012 году выпуск автомобилей 4-го поколения завершился. В Америке эта модель была известна под именем Acura RL. 5-е поколение седана бизнес-класса Honda Legend выпускается в Японии с 2015 года и продается только на локальном рынке. В Америке аналогичная модель известна как Acura RLX. Honda Legend оснащается гибридной силовой установкой. Бензиновый атмосферный мотор V6 3.5, 314 лошадиных сил, в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и электродвигателем, развивающим 48 лошадиных сил, приводят в движение передние колеса. Еще два электромотора мощностью 37 лошадиных сил каждый работают на задней оси. С 1987 года в Австралии проходит World Solar Challenge. Неофициальное первенство мира по гонкам на электромобилях, работающих от солнечных батарей. Как правило, раз в 3 года в трансконтинентальном пробеге между Дарвином и Аделаидой участвуют машины, созданные в университетских лабораториях на гранты, выделяемые компаниями, которые интересуются альтернативными источниками энергии. И здесь Honda Dream – редкое исключение во всех отношениях. Во-первых, машина создана крупной корпорацией. Во-вторых, в отличие от обычных солнцемобилей, кроме водительского места есть еще пассажирское. Обтекаемая мечта, именно так переводится Dream, имела электромотор мощностью 3,7 силы, который питался от силиконовых солнечных батарей, тонким слоем размазанных по всей крыше. К финишу марафона Dream приехала первой, пройдя 3013 километров за 36 часов 38 минут со средней скоростью 84,96 км в час. Иногда хондовский солнцемобиль разгонялся до 130 км в час, разумеется, с перерывами на ночь. Победа обошлась японцам примерно в $1,5 миллиона. Для автомобилестроения практической пользы от этих соревнований чуть. Дорогущие солнцемобили на продажу делает только пара швейцарских фирмочек, но Honda извлекла пользу из опыта, освоив производство бытовых солнечных батарей. Каким должен быть автомобиль, чтобы представлять лицо компании Honda?
Мы думаем таким, как Honda NSX. Еще в начале 80-х Honda хотела разработать спортивную машину и построила прототип со среднемоторной компоновкой. На тесте команда разработчиков была в восторге от конструкции прототипа. Японцы хотели конкурировать с лучшими суперкарами, и, соответственно, внешний вид должен быть подобающим. Поэтому они обратились к итальянскому ателье Пининфарино. Итальянцы предлагали оснастить 2-литровым двигателем от болидов национальной формулы. Проект был заморожен, и осенью в 1985 году начались разговоры о постройке спортивной модели, но уже без итальянцев. Проект носил кодовое название Honda New Sports Car Experimental. В те годы компания участвовала в Формуле-1, и естественным образом разработки производились с опытом участия в автоспорте. Господин Honda не скрывал, что воспринимает гонки в качестве исследовательской инженерной деятельности. Хоть разработчики и хотели приблизить прототип по ездовым характеристикам к болиду Формулы-1, они не забывали о комфорте. Honda NSX позиционировался как автомобиль на каждый день. И команда планировала, что модель будет с удобствами, климат-контролем, электрическими стеклоподъемниками и АБС. Несмотря на удобство, весить автомобиль должен по минимуму. Было решено сделать первый в мире алюминиевый кузов. Денег у компании в то время было море. В 80-х в Японии был экономический бум. Это позволило применять лучшие материалы и передовые технологии в производстве NSX. Говоря о цифрах, на проект выделили $140 миллионов. Половина суммы пошла на разработку машины, а вторая часть денег на строительство завода. Говоря о передовых технологиях, вспомним, что Honda NSX красился по технологии военных истребителей. На алюминиевый кузов наносили 23 слоя краски. Проектная команда провела много времени за выбором и тестированием нового материала для Honda NSX. Они столкнулись с проблемой с поставщиками. Последние не верили в то, что кузов может быть полностью отлитым из алюминия. Но долгие переговоры привели к успеху, и в скором времени был готов прототип, близкий к серийному. Инженеры уделяли внимание мелочам. Журналисты посмеивались над Хондой, мол, спортивный автомобиль должен быть быстрым и в последнюю очередь практичным и комфортным. Если говорить о проработке деталей, то основатель компании Соичиро Honda был дотошным в этом плане. Вспомним случай, когда первая партия Honda NSX прибыла в порт Северной Америки. Соичиро не понравились эмблемы на машинах, и он отозвал всю партию обратно в Японию. В те года Соичиро по-прежнему принимал решения в компании. Мало того, что он участвовал в деятельности, так еще и подталкивал компанию к духу технического прогресса. Итак, японцы нацелены на Ferrari 348 и на Porsche 911. 348-я показывала отличные показатели на гоночном треке, но повседневным автомобилем не являлась. Преимущество Honda должно было быть в каждодневном использовании и комфорте. Они хотели построить суперкар на каждый день без компромиссов. Но главный инженер Уэхара скромно помалкивал, говоря, что строит обычный спортивный автомобиль среднего класса. Представьте, как удивились итальянцы, когда при первых тестах Honda NSX показал разгон до 100 км в час за 5,3 секунды. Паспортные данные были 5,9 секунды. Это быстрее Ferrari 348. Команда проводила целые месяцы на автодроме Судзуки. На ранних стадиях развития они оценивали прототип с помощью тест-драйва. В феврале 1989 года команда дала опробовать прототип величайшему пилоту Формулы-1 Айртону Сенне, приехавшему в Японию, чтобы обкатать болид Формулы-1 Макларен. Слова Сенны после тест-драйва. «Я не уверен, что могу дать соответствующие рекомендации для машины массового производства, но было бы неплохо сделать его более жестким». И хотя он считался равным по уровню жесткости с Ferrari и Porsche, Сенна был в состоянии оценить незначительные различия, ведь он вышел за пределы типичного водителя.
Из-за этой фразы инженеры увеличили жесткость машины на 50%, а Айртону, в свою очередь, доверили образец, чтобы пилот помогал инженерам в настройке шасси. Волшебник эффективно помог как в рекламе Honda NSX, так и в постройке. Господин Кавамото, президент компании в то время, говорил, что без Сенны такого суперкара не получилось бы. Почти вся подвеска была изготовлена из кованого алюминия. Колеса выкованы и отсортированы из твердого алюминия. Спереди стояли 16-дюймовые колеса, а сзади поставили 15, чтобы двигатель располагался ниже. Крупнейший японский производитель шин Yokohama в партнерстве с Хондой разработал шины для Honda NSX. Они умудрились проработать 10 форм, 100 спецификаций шин и 6000 шин во время процесса исследований и разработок. И только тогда решили, что покрышки подходят, чтобы украсить NSX. С помощью Сенны и гонщиков Формулы-1 Сатору Накидзамаи и Бобби Рахла инженеры настроили шасси так, что сейчас автомобильные издания ставят Honda NSX на первое место среди лучших суперкаров мира. На 81-м Чикагском автосалоне, состоявшемся в феврале 1989 года, ярко-красный автомобиль поразил общественность. Honda тем самым привлекла внимание автолюбителей всего мира. В июне компания давала машину на тест-драйв журналистам Японии, США, Европы. Американские тесты проходили на автодроме Лагуна Сека и на дорогах общего пользования. И в каждом из тестов люди хвалили Honda NSX. Члены команды разработчиков были счастливы. В мае 1990 года Honda построила завод в Сайтаме, ориентированного на алюминиевый спорткар. Удобство и оборудование специально разработаны для нового NSX. На заводе собрали лучших специалистов. Одним из условий был минимальный стаж работы 10 лет. Официальное открытие завода произошло в августе 1990 года. Выступая перед аудиторией, президент компании Honda Нобихуко Кавамото заявил, что Honda NSX — это следующее поколение автомобилей, включающее множество запатентованных технологий. Заказы начали поступать до официальных продаж, а машина выпускалась в ограниченном количестве. И таким образом образовалась очередь. Покупатель должен был ждать 3 года, чтобы купить машину мечты. Инженерная команда в июне 1991 года организовывает мероприятие для владельцев Honda NSX. Цель мероприятия — дать понять истинные возможности автомобиля и помочь безопасно пользоваться им. Мероприятие оказалось полезным для инженеров. Они могли видеть машину со стороны клиента. Запросы и другие замечания были учтены в последующих версиях. NSX комплектовался алюминиевым атмосферным двигателем V6 объемом 3 литра, мощностью 274 лошадиных силы. На агрегат впервые серийно ставили кованые поршни и титановые шатуны. Естественным образом к мотору применили фирменную систему газораспределения ВТЭК, и он раскручивался до 9000 оборотов в минуту. Но у серийной версии мотора отсечка установлена на 8000 оборотов в минуту. Двигатель Honda NSX собирался вручную и одним мастером. Агрегат шел в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо с 4-ступенчатым автоматом. Модель с автоматом выдавала 250 лошадиных сил. Мотор надежен. Даже после 300 тысяч километров у владельцев не возникало проблем с ним. Для спортивного автомобиля, который подвержен колоссальным нагрузкам, это отличный результат. Автомобиль получился особенным. Инженеры справились с заданием великолепно. Honda NSX не только смогла конкурировать с суперкарами мира, но и, несомненно, утереть им нос. Один из автожурналистов метко назвал ее Ferrari 911. Когда вышла Honda NSX, она кренилась в поворотах, и Nissan GT-R с RX-7 были быстрее на гоночном треке. Конструкторы не смогли смириться. В ноябре 1992 года рожден максимальный NSX.
Как и на болиде Honda F1 RA271, на корпусе был ярко-красный значок Honda, и автомобиль был покрашен в ярко-белый цвет Champion White. Это традиция спортивных автомобилей от Honda. Модели дали имя NSX-R. В официальном каталоге было сказано, что он рожден на треке, но остается дорожным автомобилем с динамикой гоночного. В целях тотального облегчения был сброшен вес на целых 120 кг. Также ради лучшей управляемости добавили 2 растяжки на передней части машины. Вся подвеска заново спроектирована с чистого листа. Даже шины специально спроектированы для Honda NSX-R. Двигатель остался прежним. Он выдавал все те же 274 лошадиных силы. Вероятнее всего, это сделано из-за джентльменского японского соглашения. По условиям соглашения запрещалось делать машины мощностью более 280 лошадиных сил. Интерьер стал спортивнее. Были установлены спортивные кресла Recaro, титановый набалдашник КПП и руль Momo. И в феврале 1993 года на гоночной трассе Цукуба NSX-R не оставляет ни единого шанса конкурентам. В этой битве участвовали и GT-R, RX-7 и Porsche 911 Carrera RSR. Следующей целью были лучшие суперкары мира, ведь на них не распространяется запрет по мощности. В этой гонке он обошел таких соперников, как 330-сильная европейская Toyota Supra, 911 Turbo, Ferrari 456 GT. NSX уступил только самой быстрой серийной машине 478-сильной Ferrari F40, но не намного. Honda CR-V первого поколения вышла в 1995 году. Для японского, европейского и американского рынка это был первый кроссовер компании Honda, разработанный своими силами. Своим появлением CR-V произвел революцию в классе городских кроссоверов. В первой половине 90-х годов исследовательский институт Honda принял решение о разработке универсального автомобиля для города и пересеченной местности. Этим проектом стал Honda CR-V первого поколения. Перед инженерами стояла задача сделать универсальный автомобиль во всех смыслах слова. Он должен подходить для города, быть хорошо оборудованным, экономичным, комфортабельным, при этом с легкостью ездить по пересеченной местности. Конструкторы справились с задачей на отлично. Honda CR-V не первый внедорожник городского типа. Первопроходцем стал Toyota RAV4. И поговаривают, что инженеры из Honda учли недостатки Toyota. Кто-то говорил, что CR-V разрабатывался ранее, но в любом случае паркетник от Honda произвел революцию и стал эталонной моделью в классе на много лет вперед. В первую очередь CR-V стал бестселлером благодаря универсальности. На нем прекрасно ездить в городе, а парковаться, не замечая бордюров благодаря высокому клиренсу, бесценно. Внешность Honda CR-V первого поколения напоминает красивый универсал, но от внедорожника немало деталей. В глаза бросается запасное колесо, прикрученное к багажной двери, пластиковые накладки на выпуклых частях боковых дверей, которые защитят от веток и царапин. Экстерьер Honda CR-V получился приятным. До сих пор машина смотрится актуально. А вот из-за чего полюбили паркетник от Honda, это за салон. Точнее, за его функциональность и удобство. Второй ряд сидений складывается во внутреннюю и внешнюю сторону. Второй вариант отлично подойдет для ночлега. Между первым и вторым рядом нет перегородки, и можно свободно перемещаться между рядами. Обилие бардачков поражает. Они есть везде, даже в задней двери. Между водителем и пассажиром есть складывающийся столик. Под передним пассажирским сиденьем выдвигающийся ящик. Багажник не отстает от салона. В нем присутствует раскладной столик. Мотор на Honda CR-V первого поколения ставился безальтернативный B20B. Это надежный агрегат мощностью 130 лошадиных сил и 192 ньютон-метр крутящего момента. B20B конструктивно похож на легендарный двигатель B16B. Только B20B так и не получил систему фаз газораспределения в ТЭК.
Honda CR-V первого поколения производилась с полным и передним приводом. Полный привод подключаемый. Это означает, что по умолчанию Honda переднеприводная. Но если передние колеса не справляются с дорожным покрытием и начинают буксовать, то к ним за доли секунды подключаются задние. Шасси получилось надежным. Бывали случаи, что ресурс, указанный производителем, превышался во множество раз. Подводя итог, можно смело сказать, что Honda CR-V первого поколения спустя и 20 лет является надежным, комфортным и функциональным автомобилем для активного водителя. CR-V второго поколения, дебютировавшая в 2001 году, увеличилась в размерах и стала тяжелее. Изменились схемы подвесок. В дополнение к прежнему мотору 2.0 машина получила новый двигатель объемом 2,4 литра и мощностью 160 лошадиных сил. Такие машины комплектовались только автоматическими коробками передач и продавались в Японии и Америке. Специально для европейского рынка в 2005 году была подготовлена турбодизельная версия кроссовера, оснащенная 2,2-литровым силовым агрегатом, развивающим 140 лошадиных сил. В России вторая Honda CR-V была доступна только с 2-литровым двигателем, полным приводом и механической или автоматической коробкой передач. Honda CR-V никогда не позиционировалась как внедорожный автомобиль. Это всегда был легковой автомобиль повышенной проходимости – Light Cross Country. При выпуске третьего поколения глава европейского подразделения Honda сообщил, что при разработке CR-V упор делался на городские ходовые качества. Мол, мы научили кроссовер управляться как седан или хэтчбэк. Обычно при выпуске паркетников маркетологи пытаются убедить покупателей во внедорожных качествах, но Honda пошла по своему пути. И правда, CR-V третьего поколения управляется как седан, и далеко не как дешевый седан. Honda CR-V3 нельзя назвать легким или динамичным автомобилем. Но в нем чувствуется некая собранность и азартность в управлении, а плавности хода позавидуют многие автопроизводители. Внешне Honda CR-V напоминает больше, опять же, городской автомобиль, нежели внедорожник. Городской кроссовер в третьем поколении обзавелся элегантной внешностью. Смотря на CR-V, даже не хочется пачкать его на бездорожье. На задней двери пропало запасное колесо, и она стала открываться вверх, а не вбок. Одним словом, владеть Honda CR-V стало не только удобно и практично, но и престижно. Салон у третьего поколения один из лучших в классе. Дорогие, приятные на ощупь материалы, функциональность и симпатичная архитектура торпеды заставляют водителей и пассажиров чувствовать себя уютно. Честно сказать, Honda CR-V с 2-литровым мотором динамикой не поражает. Одним словом, пенсионерский автомобиль. С агрегатом 2,4 литра уже повеселее. Для европейского рынка кроссоверы комплектовались дизельным мотором с турбонаддувом, объемом 2,2 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 340 ньютон-метра крутящего момента. Мотор не хуже бензиновых атмосферных аналогов. У нас машины с этим мотором единицы. Их пригоняли с Европы. Оба мотора надежны, если правильно обслуживать, менять вовремя жидкости и регулировать клапана. В первом квартале 2017 года Honda CR-V четвертого поколения стал самым продаваемым внедорожником в мире. Было продано 214 414 автомобилей. Если смотреть на автомобиль снаружи, то он сохранил все признаки небольшого кроссовера прошлого поколения. Противотуманные фары стали больше. Их снабдили широкими сетчатыми ободками. Это новшество ввели для охлаждения тормозных дисков. Главная оптика выполнена с легким прищуром. Бампер поменялся существенно. Его приподняли и сделали более рельефным. Кроссовер стал проще пересекать препятствия благодаря более тупому углу переднего свеса. Производители учли критику прошлого поколения автомобилей и расширили черную пластиковую отделку. Это защищает передний бампер от ударов щебня и других предметов, встречающихся на дорогах во время движения.
Кузов Honda CR-V в этой модели более жесткий на изгиб и кручение. Учитывая все характеристики кроссовера, назвать его внедорожником никак нельзя, ведь клиренс уменьшили в пользу управляемости. Для 2-литровой версии он теперь составляет 170 мм. У модели с емкостью 2,4 литра этот показатель составляет 180 мм. Honda CR-V 4 – отличный семейный автомобиль. В нем разместится вся семья. Водитель не устанет, так как здесь есть все, чтобы устроиться с комфортом и ехать без напряжения. Даже если попадется небольшой ухаб, подвеска сработает на совесть. Путешествие в ночное время можно предпринять без опаски, так как мощная оптика освещает все как днем. Honda HR-V – японский кроссовер, выпускаемый компанией Honda с 1998 года. Первое поколение выпускалось в 3- и 5-дверном варианте, с передним и полным приводом. Производство первого поколения прекратилось в 2006 году. Honda HR-V вышла в 1998 году как легкий универсал повышенной проходимости, и первый год производилась в 3-дверном кузове с передним приводом как пробная модель. После выпуска стало ясно, что модель пользуется популярностью, и руководство компании приняли решение сделать Honda HR-V глобальной моделью. С 1999 года появились модификации с полным приводом и 5-дверным кузовом. Внешне модель выглядит как высокий универсал, приправленный нотками спортивного стиля. В салоне присутствует баланс между спортивностью и практичностью. Удобная спортивная посадка гармонирует с множеством бардачков, карманов, сеток, что характерно для семейных машин. За водительским креслом сидишь высоко и получаешь отличный обзор на дорогу, но в то же время сиденья удобные и нет чувства табуретной посадки, как во многих кроссоверах. Багажник у Honda HR-V семейный, 285 литров. Если сложить задние сиденья, то получится в 3 раза больше места. Honda HR-V оборудован надежным мотором D16, объемом 1,6 литра, мощностью 105 лошадиных сил и 135 ньютон крутящего момента. Но это в базовом оснащении. Двигатели Honda любят высокие обороты. Чтобы быстро ехать, нужно обороты держать около красной зоны. С двигателями комплектуется механическая 5-ступенчатая коробка передач и бесступенчатый вариатор. У вариаторной трансмиссии есть 2 режима езды движения вперед. Это D и L. Благодаря вариатору Honda может динамично трогаться, плавно ехать по горной дороге, всегда поддерживая крутящий момент. Привод у Honda HR-V передний и полный. 4WD здесь, как на многих автомобилях Honda, реализуется системой с 2 насосами DPS. Honda HR-V выпускалась с 1998 по 2006 год. Модель пользовалась популярностью во всем мире, в том числе и в России. После ухода на пенсию хондовцы выпустили похожий городской кроссовер Honda Crossroad. Но он, к сожалению, не пользовался популярностью и был только для японского рынка. Компактный кроссовер в лице Honda Crossroad – рискованный шаг для компании Honda. Ведь обычно для японского рынка производители выпускают минивэны и микроавтобусы. Остальные модели продаются в Японии, но заточенные под глобальный рынок. И вдруг Honda представляет 7-местный кроссовер длиной 4,3 метра и шириной меньше 3 метров, ориентированный для Японии. Crossroad рассчитан на молодых людей, но которые успели обзавестись семьей. Выглядит как классический кроссовер. Угловатые формы кузова, хищный взгляд и в то же время 7 мест в салоне делают Crossroad универсальным средством передвижения. В салоне Honda Crossroad сидеть удобно, за исключением 3-го ряда. Он рассчитан больше на детей или женщин. А что вы хотели при длине 4,3 метра? Использовав максимально низкий пол при скромных габаритах, салон смотрится просторным. Honda Crossroad комплектуется моторами R-серии, которые российским потребителям знакомы по моделям Civic и Accord. Базовый агрегат R18A объемом 1,8 литра, мощностью 140 лошадиных сил и 174 ньютон-метра крутящего момента. В
1995 году Honda выпускает автомобиль, не похожий ни на седан, ни на микроавтобус, ни на универсал. Это Honda Odyssey. Цель инженеров – построить практичный семейный автомобиль, который хорошо рулится. Конструкторы справились с задачей. Они взяли базу Аккорда и сделали семиместный автомобиль, который стал бестселлером японского рынка. В момент старта продаж японцы хотели продавать 4000 экземпляров в месяц. Но им нужно было срочно менять план продаж, так как Honda Odyssey разлетался как горячие пирожки в школьной столовой. После покорения японского рынка Honda Odyssey отправился завоевывать Северную Америку. В США модель также стала бестселлером и до сих пор занимает первые места в самых разных автомобильных рейтингах. В Европе модель продавалась под именем Shuttle, но особой популярностью не пользовалась. Им, как всегда, хочется поменьше. Для европейского рынка Honda вывела модель под названием Honda Stream. Она была меньше Odyssey по габаритам. В Honda Odyssey низкий центр тяжести и низкий пол для комфортной посадки пассажиров и для удобной загрузки-выгрузки в багажном отделении. Когда Honda Odyssey вышла, чтобы минимизировать расходы, модель комплектовалась одним 4-цилиндровым двигателем, объемом 2,2 литра, индекс F22B, а мощность 145 лошадиных сил и 150 лошадиных сил. После начала продаж стало ясно, что модель пользуется спросом и стоит расширять линейку моторов. Honda Odyssey мог бы вообще не выйти на рынок, если бы не главный инженер Кинемичи Одагаки. Именно он спровоцировал руководство компании на производство минивэна. В 1990 году он с группой ездил в США, где исследовал рынок минивэнов. Его команда рассматривала различные технические и дизайнерские решения. И именно Одагаки задумал складывающийся третий ряд сидений, что в итоге мы потом увидели и на Honda Stepwagon. Также он предложил конструкцию с низким полом. С этой конструкцией минивэн был намного предпочтительнее конкурентов. В 1995 году на токийском автосалоне был представлен микроавтобус Honda Stepwagon. Honda осознанно шла к постройке семейного автомобиля. Концепция машины – это функциональность, производительность и надежность. В Stepwagon разместятся как 5 пассажиров, так и 8. Низкий пол с высокой крышей сделали машину удобной и просторной. В то время японские машины такого класса имели моторы под сиденьем водителя. Но в Honda стали устанавливать мотор по классической компоновке, что помогло снизить цену. Чтобы снизить издержки, предлагался один единственный выбор мотора и коробки передач. Это сверхнадежный 2-литровый B20B. Дополнялся он 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шасси у Stepwagon довольно интересное. Спереди стоит Макферсон, а сзади многорычажная подвеска. В последующие годы у многих автомобилей Honda была такая же конструкция. Honda Stepwagon имел успех на японском рынке, и меры по улучшению не заставили долго ждать. Через год в стандартной комплектации шла система ABS и 2 подушки безопасности. Были также добавлены многие другие полезные функции. Honda S2000 – это абсолютное удовольствие от вождения. Так звучал официальный слоган модели. Наверное, нет точнее слогана в автомобильном мире, который так точно отражает характер машины. Впервые концепт показали в 1995 году. Через 4 года, на 50-летний юбилей компании, мир увидел результат усилий лучших инженеров Honda. Мир увидел Honda S2000.
Двухместный кабриолет выглядит спортивно и грациозно. Длинный капот, широкие колесные арки и откидная крыша с сервоприводом придают Хонде агрессивный вид и внушают уважение в дорожном потоке. На юбилейный автомобиль не жалели ни сил, ни денег. Самое лучшее устанавливали на спортивный родстер. Атмосферный 2-литровый мотор. Он имеет мощность 240 лошадиных сил в европейской версии, а в японской модификации выдает целых 250 лошадиных сил. Японцы сняли 125 сил с 1 литра рабочего объема. Агрегат попал в книгу рекордов Гиннесса. Над кузовом и шасси провели колоссальную работу, что делает Honda S2000 поистине уникальным автомобилем. Жесткость кузова для кабриолета поражает. Он основан на X-образной раме. Двигатель и трансмиссия расположены низко, чтобы снизить центр тяжести и уменьшить крены на поворотах. Интерьер выполнен в спортивном стиле. Здесь нет ничего лишнего. Пару кнопок, да и только, и все внимание уделено водителю. В багажнике всего 5 кубических футов. Но кого это волнует? Если вы хотите больше места для хранения, покупайте Honda Odyssey. Управляется Honda S2000 великолепно. Реакция на руль мгновенная, подвеска жесткая, а ковшеобразные сиденья не дают болтаться в поворотах. В свое время в этом классе родстеру от Honda не было равных. Это может подтвердить Джереми Кларксон, экс-ведущий Top Gear. В одном из выпусков они сравнивали Porsche, BMW и S2000. Так вот, последнее намного больше по душе оказалось Джереми Кларксону. У автомобиля множество преимуществ. Подвеска, трансмиссия, кузов. Но жемчужина этой акулы – это ее сердце. В случае с Хондой это мотор F20C. Объемом 1,997 кубических сантиметров, мощностью 240 лошадиных сил. По традиции мотор оборудован системой фаз газораспределения ВТЭК. Крутится агрегат до 9000 оборотов в минуту. Когда на обычном автомобиле нужно переключать скорость, у S2000 начинается самое интересное. Выживание мотора на 9000 оборотах в минуту обеспечивают детали из кованой стали, как у Honda NSX. Из-за удельной мощности с 1 литра рабочего объема 125 лошадиных сил мотор попал в книгу рекордов Гиннесса. Ни один производитель не снимал такую мощность с атмосферного 2-литрового мотора целое десятилетие. Через 10 лет рекорд побил агрегат от Ferrari 458. Honda S2000 выпускалась до 2009 года. В честь завершения производства Honda выпустила прощальную версию спортивного кабриолета. Автомобиль был окрашен в белый цвет, имел жесткую крышу, легкосплавные диски графитового цвета и красный кожаный салон. Гибрид с передним приводом, который стал одним из первых автомобилей сегмента. В машине снижен расход топлива, что позволяет использовать ее в качестве экономичного средства передвижения в черте мегаполиса и на загородной трассе. Работа двигателя осуществляется не только на бензине, но также на электроэнергии. Производство Honda Insight налажено в 1999 году. За время выпуска автоконцерн несколько раз менял концепцию, совершенствуя технические характеристики. Основной мотив при создании модели – максимальное удешевление каждой поездки за счет использования современного двигателя. На счету производителя 3 поколения Honda Insight. У каждого из них свои плюсы и минусы, что послужило причиной взлета популярности или критики со стороны автолюбителей. В конце 2000-х имело место резкое повышение цен на топливо. Чтобы снизить расходы автолюбителей, ведущие автогиганты задумались о серийном выпуске моделей, работающих на электричестве. Экологичное и дешевое топливо должно было стать заменой бензину, сократив траты владельцев машин. На рынок вышли концерны Toyota и Honda, которые занялись разработкой новых технологий. Автомагнаты конкурировали друг с другом.
Toyota стала первой компанией, выпустившей гибрид в Японии. Но Honda заняла лидерство в другом направлении. Автопром на полгода раньше конкурентов вышел на североамериканский рынок. Honda Insight первого поколения выпускалась с 1999 по 2006 год. Это трехдверная механика, которая не могла стать семейным авто по причине наличия всего двух мест. Преимущества двигателя были заключены в том, что он мог работать на объединенной топливной смеси. При активной езде действовал электромотор. Он же вступал в роли генератора для аккумуляторов при снижении скорости. Для сокращения расхода топлива производителем приняты кардинальные меры. Был снижен общий вес, что обусловлено использованием алюминиевых конструкций. Не случайным стало изменение строения задних крыльев и низкая вместимость. Водитель плюс один пассажир. Автопром использовал качественные материалы для отделки сидений. Их цвет сочетался с тоном отделки передней панели, что возымело эффект на фанатов модели. Но из-за небольшого размера стекол в салон проникало мало света, а автолюбители жаловались на плохой обзор. Роботизированный образец Asimo был разработан и впервые продемонстрирован мировому сообществу осенью 2000 года. В то время как некоторые роботы имеют более угрожающий вид, Atlas Asimo всегда играл роль симпатичного робота в стиле Jetsons, предназначенного, по словам Honda, помогать людям в обществе, которые нуждаются в помощи. В этом духе Asimo может делать такие вещи, как открытие и подача напитков, он знает язык жестов, как японский, так и английский. Он может избежать столкновения с людьми в коридорах. На международном автосалоне в Нью-Йорке Honda продемонстрировала последнее улучшение Asimo. Робот, когда-то относительно жесткий и, роботизированный, теперь гораздо более проворный, способный бегать, прыгать, подниматься по лестнице и пинать футбольные мячи с более человеческой ловкостью. Японский робот Asimo напоминает астронавта в белом скафандре. Темное стекло, за которым скрывается лицо, создает впечатление шлема космического путешественника. Дружелюбная внешность гуманоида делает его похожим на ребенка или подростка. Рост Asimo в 130 см подобран не случайно. Разработчики нашли золотую середину, сделав его удобным помощником и компаньоном человеку. Когда Asimo стоит рядом с сидящим человеком, его глаза находятся на одном уровне с глазами оппонента. Тело Asimo изготовлено из сплава магния и защищено пластиком, что позволило сделать модель легкой и прочной одновременно. Во время эксплуатации микросхемы и электронные платы робота нагреваются, создавая ощущение человеческого тепла. В области глаз установлены камеры, помогающие роботу видеть трехмерные изображения окружающих предметов и людей. Полной зарядки хватает на 40 минут интенсивной работы или на час размеренных действий. Процессор, управляющий движениями, упакован в рюкзаке, расположенном на спине робота. Там же находятся литий-ионные аккумуляторы, на полную подзарядку которых уходит 3 часа. Андроид ориентируется в пространстве, различая предметы и препятствия. Он обойдет человека, если тот пойдет ему навстречу, и справится с подъемом или спуском по лестнице. Он может переносить небольшие предметы до 300 граммов в одной руке, а в 2 руках робот способен переносить грузы до 1 килограмма. Основным достоинством робота ученые выделяют его интеллект. Asimo воспринимает окружающий мир при помощи встроенных сенсоров, выполняющих зрительную, слуховую или тактильную функции. Андроид выбирает манеру поведения, оценивая происходящие вокруг него события и реагируя на действия окружающих. Управлять роботом можно дистанционно при помощи Wi-Fi или локальной сети дома или офиса. Кроме того, сам Asimo умеет находить нужную информацию в интернете. Инженеры Honda Motor создавали робота, способного прийти на помощь человеку. Asimo проектировался как компаньон для пенсионеров или людей, прикованных к инвалидной коляске. Один из образцов Asimo некоторое время работал администратором в офисе Honda Motor. Он приветствовал гостей компании, провожал их до нужного места, предлагал им присесть, включал и выключал свет в помещении и разносил напитки.
Несмотря на то, что компания Honda объявила о завершении дальнейших разработок Asimo, технологии, использованные в создании гуманоида, будут применены в других проектах по созданию роботов-помощников. В будущем все инновации в области робототехники компании будут иметь общее название Honda Robotics. Полноразмерный внедорожник Honda Pilot дебютировал в 2001 году. Созданный на одной платформе с дебютировавшим годом ранее SUV Acura MDX, он являлся самым крупным внедорожником за всю историю марки. Автомобиль разработало американское отделение японской компании. Изначально он предназначался только для заокеанского рынка. Но получился настолько удачным, что дилеры Honda постепенно стали продавать его и на других рынках. Интерьер довольно консервативный. Посадка комфортная, полулежачая, почти как в легковушке. Подстаканники имеются в неограниченном количестве, равно как различные бардачки и карманы для хранения поклажи. На заднем диване предусмотрен специальный карман для хранения электронных игр, фломастеров, альбомов и прочей детской мелочевки. Производитель позиционирует Пилот как единственный в своем классе восьмиместный автомобиль. Справедливости ради стоит отметить, что считать эту машину восьмиместной можно только номинально. Сидеть втроем на самом заднем диване неудобно. Примечательно, третий ряд буквально за несколько секунд можно сложить так, будто его и не было вовсе. Он абсолютно незаметно прячется под пол обширного багажника. В роли главной движущей силы внушительный 3,5-литровый V6 мощностью 240 лошадиных сил. Двигатель по американской традиции снабжается исключительно автоматом, в данном случае пятиступенчатым. Рукоять его управления, опять же в заокеанском стиле, расположена справа от рулевой колонки. Более того, подвеска тоже настроена на американский манер. Пилот адресован тем водителям, кто превыше всего ставит комфорт, а не скорость. Конструкция шасси напоминает седан бизнес-класса. Спереди установлены стойки Макферсона, а задняя подвеска представляет собой весьма сложную многорычажную конструкцию. Большой вес, более 2 тонн, не позволяет этому внедорожнику быть грациозным на поворотах. Что касается остальных способностей, полный привод позволяет автомобилю справляться с непогодой и не очень серьезными канавами и выбоинами на дороге. С точки зрения пассивной безопасности, салон Пилот оборудован по первому уровню. Фронтальные подушки безопасности могут срабатывать по 2 алгоритмам – легко или сильно, в зависимости от тяжести столкновения. Боковая подушка для переднего пассажира тоже думающая. Специальные сенсоры оценивают позу человека в кресле, и автоматика соответствующим образом корректирует открытие Airbag. Японский малолитражный хэтчбэк, производимый компанией Honda с 2001 года. Автомобиль пользуется популярностью во всем мире. За время производства вышло 3 поколения модели. В середине 90-х Honda проигрывала на рынке микролитражек. Автопроизводители выпускали сильные автомобили, которые превосходили хондовские модели Logo и Kappa. Чтобы обойти конкурентов, Honda нужно было выпустить превосходящую машину во всех аспектах. Компания ставит все на карту и выпускает автомобиль, построенный с чистого листа под названием Honda Fit. Модель произвела эффект водородной бомбы на рынке автомобилей. Во время дебюта о ней говорили все, даже те, кто не интересовался автомобилями. Это был несомненный успех. Honda Fit построена на новой платформе. Для нее построили двигатель L13A, вариатор нового поколения и шасси.
Внешность Honda произвела фурор. Машина нравилась всем. Fit выглядел дороже, чем стоит на самом деле. Обширная цветовая гамма сделала автомобиль еще привлекательней. Потребители выбирали из 10 различных цветов. Салон Honda Fit поразил многих. Он был намного больше, чем казался снаружи. Передние и задние пассажиры чувствуют себя комфортно, а багажник позволял в себя вместить многое. При сложенных задних сиденьях можно перевозить велосипед или доску для серфинга. Водительское кресло в этом классе у Honda эталонное. Сиденье с боковой поддержкой можно подстроить под любого человека. Приборная панель выглядит современно и богато, а переключателями и кнопками пользоваться удобно. Шасси у Honda Fit неприхотливое и надежное, управляется модель хорошо. Спереди стоит Макферсон, сзади балка. Первая генерация выпускалась с 2001 по 2007 год. На протяжении жизненного цикла автомобиль пользовался популярностью. Многие последующие автомобили компании Honda выпускались на базе Fit. После успешного выпуска в Японии модель завоевала Европу и Америку под названием Honda Jazz. В 2008 году компания выпускает автомобиль под названием Honda Freed, который отличается отличными ходовыми качествами и просторным салоном. Все как обычно для Honda. Они умеют делать машины. Но Honda Freed вызвал интерес. Агрессивная внешность сыграла не последнюю роль. Помните модель Honda Mobilio? Так вот, это прямой преемник Honda Freed. Внешний Mobilio простой как 3 копейки. И это сказалось на продажах. В Honda Freed все иначе. Преобладают кривые, острые линии кузова, лобовое стекло под крутым углом, внешность стильная и агрессивная. Лобовое стекло под углом не ради красоты, а ради экономичности топлива. С такой аэродинамикой кузова Honda Freed экономит топливо, а это полезно для практичного автомобиля. Для практичности сделали сдвижные боковые двери. Такие двери удобны при парковке в узких местах. Салон у Honda Freed больше, чем кажется снаружи. У многих маленьких минивенов такие салоны, но немногие пространства используют рационально. Freed в этом смысле проработан. Инженерам удалось выжать максимум из пространства автомобиля. Он 5, 7 и 8-местный, и сидеть на третьем ряду комфортно. Сиденье рассчитано на взрослых пассажиров ростом 185 см. При разработке Honda Freed внимание уделялось исследованию рынка и предпочтению потребителей. Проделанная работа пошла на пользу. Автомобиль получился интереснее конкурентов. Мотор у Honda Freed 1, атмосферный 1,5-литровый, мощностью 118 лошадиных сил и 145 ньютон-метра крутящего момента. Двигатель нам знаком по модели Honda Fit. Он носит индекс L15A. И этот мотор устанавливается на модели Honda Freed Spike. Агрегируется с мотором бесступенчатый вариатор, но в комплектации с полным приводом 5-ступенчатая коробка передач. Привод передний и полный. Еще одна мечта суетира реализована. Взлетает первый самолет Honda Jet. Эксклюзивный реактивный самолет с 6 пассажирскими местами, имеет дальность свыше 2200 км и максимальную скорость 782 км в час. Вот уж точно самая быстрая Honda. В начале 21 века Япония развернула активную деятельность, нацеленную на восстановление утерянных после Второй мировой войны компетенцию по созданию собственной авиационной техники. Концерн Mitsubishi Aircraft занялся созданием регионального авиалайнера, ныне уже созданный Mitsubishi Regional Jet MRJ. А известный на весь мир автомобильный концерн Honda в 2003 году представил собственный первый самолет Honda Jet.
Примечательно, что в отличие от MRJ, Honda Jet был разработан и создан практически исключительно компанией Honda, включая двигатели, на собственные средства без государственной поддержки. Honda начала исследовать направление создания бизнес-джетов еще в 1980-х годах, используя компоненты и двигатели с других самолетов и в сотрудничестве с американскими производителями и институтами. Однако, несмотря на большой объем прогрессивных наработок, компания ограничивалась прототипами. Ведущий авиационный дизайнер Honda Мишимаса Фуджино создал первые наброски Honda Jet еще в 1997 году, а окончательный дизайн был согласован в 1999. Первый прототип взлетел в Гринсборо, Северная Каролина, США, в 2003 году. Подготовка к выводу в серийное производство была начата год спустя, а в 2005 году самолет был официально анонсирован на авиасалоне Air Ventura. Honda Jet – двухдвигательный низкоплан с крылом малой стреловидности. Оснащается двумя турбореактивными двигателями GE Honda HF120, разработанными компанией Honda совместно с General Electric специально для этого самолета. Как и другие автопроизводители, Honda готовится к переходу на выпуск электромобилей. В США для этого заключен альянс с концерном General Motors. Батарейные Honda для местного рынка будут созданы на американской платформе. Первенцем станет кроссовер Prology. А вот форпостом электромобилизации в остальном мире Honda назначила Китай. Поэтому именно здесь анонсированы будущие модели. Ближайшую перспективу олицетворяют концепты Honda ENS1 и ENP1. Это электрические версии глобальной модели Honda HR-V нового поколения, и они уже почти готовы к производству. В основе машин длиной 4390 мм лежит новая электрическая платформа EN Architecture F, унифицированная с бензиновыми машинами. Электромотор мощностью 182 лошадиных силы установлен на передней оси. Шасси со стойками Макферсон спереди и полузависимой подвеской сзади. Расчетный пробег на одной зарядке около 500 км. Эти же агрегаты будут использованы для других относительно недорогих электрических моделей. А еще братья-кроссоверы первыми применят новый комплекс электронных помощников Honda Sensing 360, включающий радары и камеры. Такая система появится и на других моделях компании по всему миру. Серийные электрокроссоверы уже представлены, а на китайский рынок выйдут весной 2022 года. С прицелом же на долгосрочную перспективу Honda разрабатывает полностью оригинальное семейство электромобилей, предвестником которого стало трио концепт-каров. Это кроссовер Honda EN SUV, седан Honda EN GT и двухдверка Honda EN Coupe с унифицированным дизайном и странными пропорциями. Глобальные планы Honda таковы. За ближайшие 5 лет будет выпущено 10 новых электрических моделей, а к 2030 году доля батарейных машин в структуре продаж должна составить 40%. К 2035 году этот показатель достигнет 80%. А к 2040-му Honda полностью перейдет на электромобили. Россия, к сожалению или счастью, в этом участвовать не будет. Компания Honda – это компания с оборотом в $1 миллиард, представленная по всему миру в области промышленных, автомобильных, мотоциклетных, наземных, воздушных и водных транспортных средств. Она выделяется в своих секторах своими усилиями по исследованию и разработке все более эффективных и менее загрязняющих окружающую среду двигателей. В настоящее время стратегия компании направлена на устойчивую мобильность, мечту об нулевых выбросах. В краткосрочной перспективе Honda работает над популяризацией гибридных автомобилей.
как наилучший широко доступный в настоящее время вариант сокращения потребления топлива и как промежуточный шаг к технологиям, которые в ближайшем будущем устранят зависимость от ископаемого топлива и загрязняющих веществ. Еще в преклонном возрасте Соичиро имел право на управление частными самолетами. В 77 лет он любил кататься на лыжах, дельтапланеризм и полеты на воздушном шаре. Также он был опытным художником. Он и Такео Фудзисава заключили соглашение никогда не заставлять своих сыновей присоединяться к Honda. Его сын, Хиротоши Honda, был основателем и генеральным директором Mugen Motorsports, компании, занимающейся тюнингом и производством гоночных автомобилей. Асме учредил медаль Соичиро Honda в знак признания его достижений в 1982 году. Эта медаль присуждается за значительный вклад в области пассажирских перевозок. В 1989 году он был занесен в зал славы автомобильной промышленности недалеко от Детройта. Соичиро Honda умер 5 августа 1991 года от печёночной недостаточности. Он был награжден посмертно 3-й степенью Ордена Старшинства и назван Большим Кордоном Ордена Восходящего Солнца.